Заработок от 80 до 200 тысяч, для которого ничему не надо учиться, а только иметь хорошие навыки работы с ПК или наличие ноутбука. Это одна из очень заманчивых вакансий, которая тебе может попасться да вообще где угодно. Там на HeadHunter, на Работа.ру, на Авито. Сегодня в видосе я вам покажу этот новый скам, который далеко не каждый сможет выкупить, как он устроен изнутри, реально ли это можно заработать или только потерять. С вами ЕВГ. Но вот уж сейчас-то вы точно не попадетесь. Вот на самом деле мне нравятся мошенники, потому что они придумывают очень хитрые способы развода и порой просто поражаешься с тупостью и одновременно наглостью, с которой они отбирают бабки у лошар. Некоторые способы просто гениальны, и сегодняшний развод по шкале ЕВГ где-то на шестерочку тянет точно. А это, кстати, очень хороший результат. Помощник интернет-маркетолога удаленно. Требований, можно сказать, вообще никаких нет, кроме желания учиться и иметь хорошее владение ПК. Обязанности простейшие, причем два последние, похоже, тут просто для того, чтобы хоть что-то написать, это галимая вода. Предлагают они тоже ничего особенного, удаленная работа и свободный график. Более внимательный HR, наверное, увидит, что воды тут просто налито немерено и никакой конкретики нет, но в целом само описание вакансии не особо вызывает там каких-то подозрений. Даже интересно узнать, что они там дают. Поэтому вакансию сейчас смотрит 400 человек. А так-то конкуренция большая, как на простые вакансии, так и на что-то более сложное, требующее предварительного обучения. Тот же специалист по информационной безопасности, он же белый хакер. Профессия с хорошей зарплатой, но чтобы тебя заметили, мало просто отправить резюме. Надо еще и выделяться среди сотен соискателей, причем таких же, как и ты. И профильное образование будет неоспоримым плюсом к твоему резюме. Диплом хорошего вуза часто это база для входа в работу в крупный банк или IT-компанию, ведь они понимают, что с фундаментальными знаниями ты быстрее усваиваешь новые знания и процессы. Но куда важнее опыт работы. Это вообще то, обо что часто спотыкаются начинающие специалисты. И вот вопрос. А можно сейчас выучиться на пентестера или кибербезопасника, да еще и практику получить, чтобы знания были актуальными и опыт был? Делюсь с вами. Университет МИФИ совместно со школой Skill Factory выпустили программу, о которой наши родители не могли и мечтать. Это онлайн-магистратура по информационной безопасности. Ты поступаешь в настоящий университет, учишься 2 года по очной программе, но делает это онлайн. При этом сохраняются все бонусы студентов, например, отсрочка от армии. Программа специально адаптирована для тех, кто работает и сам хочет регулировать нагрузку. Лекции проходят по вечерам, а контент на платформе доступен 24/7. И это важно, потому что обучение насыщенное. Там устройства операционок Linux и Windows, программирование на Python, скрипты на Bash и SQL, инструменты взлома и защиты и еще обязательное состязание в командных турнирах. Тебе не придется выбирать между актуальными навыками и фундаментальными знаниями. Дают теорию, но только ту, что понадобится в реальной работе по специальности, потому что преподаватели сами из индустрии. Крупные IT-компании сферы кибербезопасности — партнеры этой магистратуры. Они заинтересованы в новых профи с качественной подготовкой. Программа еще и доступнее стала, потому что на нее действует господдержка. Так что первый год обучения будет стоить 380 рублей в месяц. Так что если у тебя есть серьезные планы вырасти в карьере и заработке, оставляй заявку по ссылке в описании или вот по этому QR-коду и получай качественное образование и диплом магистра по кибербезопасности. С этим дипломом, я уверен, ты точно сможешь выкупить вот этот вот обман. А в этой вакансии вот совершенно пофигу, какое у тебя резюме, образование и опыт. Но я еще не знаю, что это обман, поэтому, заинтересовавшись, я вот просто связываюсь с работодателем. Он переводит диалог в Telegram и выкатывает вот это. Здравствуйте, я медиабайер, и наша профессия называется арбитраж трафика. Мы занимаемся реализацией трендовых товаров через рекламу. И дальше там идет, короче, неохватная портянка, где рассказывается вся твоя будущая работа. Я попробую это все сейчас объяснить вкратце. Но на самом деле пояснение там простое. На уровне школьника вкладываешь немного, получаешь чуть больше. Это у них просто написано с первых строк, но как бы общая суть такая. Есть магазины, которым нужно продавать товары, есть специальный сайт, где они размещаются и ждут продаж, а есть ты, не лыком шитый, тертый калач такой, вообще-то здравый малый, можешь просто в 2 клика сделать продажу товара, просто разместив там на другом сайте рекламу. Народ будет переходить, покупать, а тебе, умнику, будет капать процент. Но это размещение не бесплатное, ресурсу надо будет крутить рекламу, у тебя будут небольшие затраты, но они показывают красивые цифры профита. То есть на рекламу вы потратили 1000 рублей, а получили 1400. Прикинь, да? 40%
прибыли обещают. Зачем открывать кофейню, там какой-то бизнес, когда есть вот это, а? Дальше вот это все запаковывается в то, что чел ищет себе партнеров, так как он ищет самые прибыльные связки товаров, нужны люди, чтобы их тестировать. И дальше описываются мои будущие задачи. Ну, просто повторение его удачных связок, и ему я буду отдавать всего лишь 400 рублей с каждых заработанных 4000. Партнерство на успех и высокий стабильный доход. И без этих ваших универов там и магистратур. Утрено студент. Сейчас я заработаю нормально, да? Сначала надо зарегать Kiwi кошелек, чтобы платить за рекламу, потом зарегаться на сайте партнерки и получать прибыль на свой Kiwi кошелек. Все. Ну ладно, потом вы еще познакомитесь поближе с организаторами, даже снизите свою комиссию с 10 до 5%, ведь вы очень прибыльный партнер. Как зарегайте и пополните Kiwi от 1000 рублей, пишите, и мы начинаем. Не, ну вообще тема, пацаны, да, реально. Копейки немного, да, всего 1000, а можно уже начинать быть успешным. Короче, я пробую. Kiwi зарегистрирован, и я пишу челу. Здравствуйте, я по работе. Добрый день, Kiwi пополнен? Да, пополнен. И тут он скидывает опять огромную портянку. Хорошо, если вы прошли регистрацию, Kiwi кошелек пополнен и вы готовы, то можем приступить к настройке и запуску рекламы. И вот в чем у нас заключается. Зарегистрироваться на этом сайте, он мне, кстати, показался каким-то нелепым, будто на коленке собран, слишком он какой-то шаблонный, никакой конкретики, вода налита. Ну, знаете, какой он школьник, если он увидит его такой, нифига себе, контора серьезная, класс, круто, нормально. Домен зарегистрирован в марте, всего 4 месяца назад, а наш партнер-то так, это работает годами, говорит. Пытаюсь зарегистрироваться, просто постучав по клавиатуре, и да, это, ну, практически срабатывает. Оно требует только одинаковые пароли и значок собаки в поле для имейла. Я пытался зарегистрировать его на нормальную почту, но никакого письма оттуда не приходило. Поэтому я решил такой аккаунт тут не оставлять и зарегистрировал более реалистичные данные и самую подходящую для этого дела почту. Да, сайт внутри также не отличается хорошим дизайном. Одна это огромная надпись «Главная» уже как-то тут тупо смотрится. Само наполнение инструментами чрезвычайно скудные. Офферы, просмотры, баланс, подтвержденные заказы и все, больше инструментов для работы нет. Хотя арбитраж трафика это довольно такая узкоспециализированная тема. Это вообще по сути перепродажа. Это в 3 словах это заработок на разнице цены. Например, если есть компания, которая там продает, не знаю, бобровый жир или семечки, за каждого клиента, которого вы приведете, она готова заплатить там 20 баксов. Вы настраиваете рекламу на 100 баксов, реклама приносит 10 человек, компания платит вам 200 баксов. Так на арбитраже вы и заработали 100 баксов. Да, вот так именно и работает, но на сайте как-то все слишком просто выглядит. Для примера, вот так вот выглядит кабинет на ProfitPay. Настоящий сайт, который создан для арбитража трафика, так у него как минимум непонятных слов написано больше. Валидные лиды, ленды, EPC, трастбаджи, куча новостей всяких по теме. Вот пример, как должен выглядеть сайт для работы. Еще иметь отзывы какие-то хорошие, а это что такое? Блин, зато окошко с выплатами есть. Так, что еще тут? Список офферов для работы в количестве 276 позиций, еще раз выплаты, письмо в поддержку на всю страницу, базовые какие-то ответы на вопросы. Сайт какой-то хилый вообще, да? Ну ладно, я, наверное, предвзято к этому всему отношусь, но, наверное, он будет нормальный. Дальше по инструкциям регистрируемся на еще одном сайте Top Advertising. И вот он выглядит уже гораздо лучше. Ну, такому вот уровню уже можно и верить. Хотя клиенты совершенно не кликабельные, а ссылки на прессу о нас выходят просто на популярные сайты, а не на сами статьи. И еще написано, что он работает с 2012 года, хотя сайт создан так же, как и предыдущие 4 месяца назад. Ну, уже хороший повод задуматься, да? Внутри сайт выглядит уже гораздо приличней, но все, по сути, сводится вот к этому простейшему конструктору рекламных кампаний. Просто тупо 3 кнопки. Короче, давайте уже начнем нашу денежную нормальную работу. Для этого действуем по инструкции. Регистрация пройдена. Находим оффер номер 62 «Восстановитель автомобильных дворников». Нажимаем кнопку «Добавить». И все. Перехожу на сайте по этой ссылке, он показывает какой-то PDF, то ли одностраничник с рекламой, но когда я копирую адрес браузер, он его не находит. Интересно, а чем мы там будем рекламировать тогда? Ладно, ерунда. Заходим на приличный сайт, нажимаем «Создать компанию», копируем с этого убогого сайта эту нерабочую ссылку, ставим название, пишем строго как в инструкции. Россия, Казахстан, пол, возраст, ну да, конечно, платформы выбираем, там Яндекс, Одноклассники, LiveJournal, не знал, что он еще существует. Добавляем компанию. И вот она уже стоит и ждет оплаты. Вот теперь я могу называться настоящим настройщиком рекламы. Кому нужен таргетолог? Обращайтесь.
Ссылка в описании на наш телеграм-канал. И теперь осталось только оплатить компанию. И оказывается, ее надо оплачивать криптой в лайткоинах. Казалось бы, да, а что сложно так? Почему нельзя просто карту МИР прикрутить или Яндекс.Кассу там на край? Они еще какой-то обменник сюда прикрутили, но что делать? Ладно, читаем по инструкции, как пользоваться обменником и начинаем процесс перевода. Нажимаю кнопку «Оплата выполнена» и появляется значок «В обработке». Делаю еще несколько офферов, везде висит статус на обработке, ну потому что я не платил. Да блин, я и не собирался давать вообще ни копейки, барыги, камон. Я не могу всерьез вот это вот воспринимать. Какая оплата криптой? Какие 40% с прибыли арбитража? Вы чё? Вы посмотрите вообще на сайты, это не название, это какой-то Рекс, какой-то Эрасприт, какие-то просмотры прикручены. Эти сайты не рабочие, и это все фикция. Это все просто имитация работы, которая создана только для того, чтобы ты сделал перевод на лайткоин кошелек. Это просто предлог. Тут на самом деле вообще ничего не работает. Это поддельный, блин, трехстраничный сайтик. 2 сайта поддельных, блин. Щиты. Вот этот вот оффер с каким-то кремом, черная маска, у него название даже, блин, Black Masks. Так оно ведет на какой-то журнал театра для чернокожих в США. Ваш источник черного театра и развлечений. Я вообще впервые вижу журнал, основанный только на цвете кожи. Понимаете, да? Это все, это рандомные ссылки. Эти все просмотры, выплаты, они просто нарисованные. Но как барыги-то будут дальше раскручивать? Если просто загуглить один из этих адресов, вот этих вот подставных сайтов, вы найдете, например, вот такую вот статью на Вкладере, где девушка рассказывает, как ее доили там всевозможными предлогами, мол, новые офферы на 10 и на 30 тысяч. Потом какой-то жирный оффер, потом надо вывести деньги, чтобы оплатить верификацию, то есть 30% того, что у тебя есть там на балансе, закинуть еще раз на этот лайткоин адрес. Потом еще и ссылку могут отправить подставную под видом получения денег, хотя деньги у тебя спишутся. Тут уже зависит от того, насколько туп окажется лох. Но мои аккаунты они походу просто удалили. Я через пару дней пытался войти на первый стрёмный сайт и на хорошенький, но оно везде писало вот это вот. А когда я написал барыге, то вот что он мне ответил. Здравствуйте, я не могу зайти на рекламный сайт, пишет, что пользователя не существует. Вы прошли регистрацию там? Если да, проверьте данные или все совпадает. Да, регистрация есть оплаченные компании. Компании через А. Проверьте данные, сделайте скрин, что именно не так. Да уже все, нет доступа. 3 платежа было. Сделайте скрин, что именно не так, пожалуйста. Почему 3 платежа? Ну потому что 3 рекламных компании. Жду скрин. Если они запущены, то в любом случае на партнерке должна быть прибыль с этих компаний. Или туда тоже войти не можете? Тут я скидываю ему скрин, где написано, что пользователя с таким e-mail не существует, и там видно мой e-mail. И тут он, походу, все понял. Да ты твою почту видел? Гуляй, Васюта, не твой уровень работать с нами. В смысле? Верните тогда деньги. Да я шучу, деньги не у меня, они ушли на рекламу. Ничего себе шуточки, и что мне теперь делать? Нужно заново зарегистрироваться по моей инструкции, сделать 4 оффера и после верификации вывести средства. И как можно доверять вам после таких шуточек? Лошара доверчивая. Я подам заявление в милицию. Мне плевать, я на твои деньги пиво пью. Но я же ничего не оплачивал. На какие деньги он что пьет? Он больше не нашел, что ответить, и ничего не писал. Но через пару дней я просто удалил все наши с ним сообщения и сменил ник профиля. И смотрите, что мне потом прилетело. Добрый день, мы работать будем? Здравствуйте, мы будем сотрудничать? Так вы же меня заблокировали, у вас на сайте. Нет, вы просто путаете почту и пароль. Лол, блин, ну это, короче, все безнадежно, да. Естественно, никаких денег ты никогда с такого скама не вернешь. Ну как, в принципе, из какого-то любого другого. А как вам еще вот такая вот интересная вакансия? Ассистент в YouTube канал ЕВГ 55 105 тысяч. Тут такой еще значок знакомый стоит, а ничего не напоминает, а кто-то работяг ищет на Авито. Она реально висела, кстати. Ищем человека, который разгрузит специалистов и монтажеров в проекте. Помощь, общение, модерация комментариев под роликами и в Телеграме.
Не, наши комменты на самом деле нигде не модерируются, я не собираюсь модерировать. Ну там разве что стоит какой-нибудь автоматический фильтр спама и мата. Но под роликами я читаю все комменты, так что можем пообщаться там хоть сейчас. Это объявление тоже был, конечно, скам, но челик там очень топорно разводил на открытие карт в банке по своей рефералке. Конечно, он быстро отсекся, и этот скам не такой интересный и хитрый, как вот с этими двумя сайтами. Ну что, ребята, как вам ролик? Пишите в комментариях. Подписывайтесь, конечно, обязательно. Ставьте лайк, ну и увидимся в интернете. Всем пока.